Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. Скорая в Лондоне. Поехали! За 13 лет в Лондоне я ни разу не вызывал скорую и ни разу не попадал в Accident and Emergency Department. При каждой большой больнице есть такое отделение, куда с неотложными проблемами обращаются. Скорая помощь в Лондоне – это роскошь, большая роскошь. Приезжают только когда вы почти помираете. Когда я слышу истории, что в России скорая приезжает, когда давление зашкаливает или температура скачет, для меня это другой мир. А, к примеру, приходящие на дом участковые педиатры – это для меня фантастика. Такого в Британии нет и в помине. Если у вас сильнейшие боли, температура 39, никто не приедет и вам скажут своим ходом добираться до ближайшего A&E. Боли у меня начались в ночь с субботы на воскресенье. Я думал, это отравление и как-то само пройдет. Боль сильную я могу терпеть долго. Но к утру воскресенья я понял, что это не отравление, так как кроме болей и температуры 39 других симптомов не было. И я уже от боли на стенку лез. Хорошо, я был не один, и друг начал звонить в скорую, где его минут 10 спрашивали все мои детали. Спрашивали оценить боль по шкале от 1 до 10. Я орал 11. 11, пришлите скорую. Но скорую не присылали и сказали своим ходом добираться до A&E. Туда мы и поехали. Ближайшая больница Сент-Томас. Это одна из самых крупных центральных больниц в Лондоне. Это важно. Когда приехали, там еще минут 15 ушло на регистрацию со всеми деталями. И потом меня поставили в общую очередь. У меня боль уже была такая, что я начал кататься по полу там. Я не шучу. Я ни сидеть, ни стоять не мог. Я мог только кататься по полу и стонать. Всем было плевать. Абсолютно. Меня никто из пациентов вперед не пропустил, и ни один из медперсонала не попытался меня как-то в очереди продвинуть. Вот так я ждал 45 минут, пока меня приняли. И это еще быстро. Обычно до 2 часов надо ждать. Я вот думаю, если бы мне пришлось самому все делать, добираться, такси вызывать и регистрироваться, как бы вообще смог все сделать? А если бы я был еще и пожилым человеком при этом? Вопросы риторические и депрессивные. Меня поместили на койку в срочном отделении, и хотя бы медсестра начала колоть обезболивающее почти сразу. Положили меня в 3 часа дня. Дальше начался какой-то дурацкий хоровод и карусель. С 3 до 8 часов вечера меня посмотрело 7 врачей. 7 врачей, не интернов. Из меня выкачали 2 литра крови на анализы
и ни один врач так и не поставил диагноза. Тут заходит уже 8-й по счету доктор и говорит, что надо бы по УЗИ меня посмотреть. Но они смогут меня посмотреть только на утро следующего дня и тоже в порядке общей очереди. Как нет аппарата УЗИ в доступе вечером в воскресенье в срочном отделении самой оснащенной больницы Лондона? Тут я впал вообще в такой ступор, что не мог уже ни орать, ни стонать. Ну как это возможно? УЗИ мне сделали на следующее утро только в 11 утра. И УЗИ как раз и показало воспаление области аппендикса уже в серьезной стадии. Операцию назначили на вечер того же дня. Наконец, меня положили на операционный стол. Моя паранойя при таком бардаке достигла максимума. Я перед операцией словил хирурга за руку и умолял не вырезать ничего другого. Он меня успокоил и был, кстати, очень понимающим и успокаивающим. Так я и отрубился. Сделали хорошо вроде, ничего лишнего не вырезали. При всем хаосе и бардаке сама операция и наркоз были на высоте. На выписку меня назначили уже на следующий день после операции. Вот так оперативно. Но так даже лучше, так как подхватить сепсис в больнице шансов больше, чем дома. В общем, осталось у меня ощущение какого-то, знаете, управляемого хаоса. То есть такого хаоса, когда профессионалы в таком бардаке умудряются все же доводить дело до конца. Врачей и медсестер я вообще не осуждаю. Они там все на самом деле молодцы и настоящие using heroes. Все крайне терпеливы. У меня там была пара реальных нервных срывов, и все были очень терпеливы. Плюс я знаю фактически насколько колоссально недофинансировано английское здравоохранение. На 3-е сутки после операции я себя чувствую прекрасно. Так что сама операция и сам хирург были на высоте. Огромная благодарность команде хирурга. Особенно, когда я думал, что запросто могут по ошибке ногу ампутировать или еще что-нибудь похуже. Друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Удачи вам и пока!